Привет, друзья! Эта железная пластина является частью подставки под телевизор. Так как по причине стесненных условий проживания я вешаю телевизоры на стенку, то подставки от телевизоров сразу выбрасываю. Но эту стальную пластину я выбрасывать не стал, так как был уверен, что из нее можно будет сделать какой-нибудь станок. И когда у меня появился электролобзик, я решил изготовить небольшой станок для резки мелких заготовок из листовых материалов. Как вы, наверное, уже знаете, штатный воздуховод в электролобзиках малоэффективен. Поэтому я использовал уже имеющиеся отверстия в подошве электролобзика для крепления штанги бытового пылесоса. А из старой щетки от этого же пылесоса я изготовил вот такой воздуховод. Прокладка из поролона дополнительно защищает механизм электролобзика от попадания металлической стружки. В качестве направляющей линейки я решил использовать тонкостенный строительный швеллер. А чтобы создать пространство для установки струбцины, мне пришлось изготовить прокладку, поднимающую станину над поверхностью верстака. С помощью дрели и надфиля я изготовил прямоугольное отверстие в стальной пластине. Еще несколько отверстий я просверлил для крепления электролобзика к станине и станины к столу. Во всех этих отверстиях я снял фаски, чтобы крепежные винты не выступали за пределы плоскости станины. Фиксатор для крепления электролобзика и кронштейн для опорной ноги я изготовил из стали толщиной 1,5 мм. Прокладку я зафиксировал на станине, чтобы было проще крепить станок к столу. Такой способ крепления электролобзика я выбрал для возможности регулировки положения полотна пилы относительно щели в станине, а также для поворота полотна пилы на небольшой угол, если такая необходимость возникнет. В качестве опорной ноги я решил использовать монопод, который открутил от моего фотоштатива. Должен доложить, что это один из немногих моих проектов, для которого не был сделан даже простой эскиз. И я признаюсь, что вот это отверстие я просверлил только после первой неудачной попытки сборки станка. Станина крепится к столу 4 потайными винтами. Чтобы не мучиться с гайками, я закрепил планки с резьбой на обратной стороне столешницы. Для коррекции положения ножовочного полотна требуется отпустить всего один винт и нанести несколько легких ударов по подошве. Для удобства управления этим станком я подключил пылесос и электролобзик к электросети через педаль с выключателем. А теперь давайте попробуем испытать этот станок. Начнем со стеклотекстолита, как одного из самых простых для обработки материалов. А теперь смажем ножовочное полотно мылом и попробуем выпилить пару заготовок из алюминия. Алюминий из-за своей вязкости является одним из самых неудобных материалов для обработки резания. А эти заготовки я рассчитываю использовать в одном из своих очередных проектов. Подпишитесь на мой канал только если вам понравилось это видео. До встречи на канале!